Один из частых вопросов, которые нам задают, это что выбрать лучше с учетом там, конкретной ситуации. Визу стартап и ее аналог, да, предпринимательскую какую-то визу, или визу финансово независимого лица. Значит, тут есть несколько развилок. Ну, первое, простой вариант, да, как бы. Если у вас есть компания, команда, инновационный проект, вы хотите выращивать единорога, привлекать инвестиции, конечно, вам подойдет только стартап-виза. Тут все очень просто. Но бывают случаи на грани, когда человек занимается, работает как ИП где-то в России, у него такой небольшой свой бизнес, не всегда там самый инновационный, не знаю, маленький цех может быть по производству мебели или небольшая строительная компания или там пара ресторанов. И вот начинают думать, значит, инвесторская виза не очень подходит. Во-первых, их сейчас особо не дают, и с ними вообще борются в Европе. Во-вторых, это дорого, там надо вложить много денег, заморозить, да, которые могли бы работать и использоваться. С другой стороны, непонятно, вроде инновационного проекта нет, и единорога, главное, нет задачи растить, привлекать инвестиции, поэтому, ну, вроде бы, зачем пойти по стартап-визе. И тут возникает выбор, соответственно, альтернатива. Виза финансово независимого лица. Так вот, вот эта виза финансово независимого лица, или как в Испании это называют, виза богатого бездельника, это виза no-лукратива в Испании, виза визитера во Франции, виза там D7 в Португалии, ну и их аналоги. Значит, сами по себе эта виза хорошая, вопросов к ним нет. Но у них есть несколько недостатков, из-за которых даже в ситуации, когда у вас совсем малый бизнес, вы работаете через ИП и не хотите становиться единорогом, привлекать много денег и там миллиардную капитализацию формировать, все равно стоит подумать о стартап-визе. Я сейчас объясню почему. Но сразу небольшая ремарка, что вообще наш канал и то, что мы рассказываем, это, конечно, для людей, у которых есть время на релокацию. Это не какая-то экстренная эвакуация, да, когда нужно там положить деньги в сумку, вернее, кредитку в сумку, ноутбук в рюкзак и куда-то улететь в Ереван там, или в Стамбул. Нет, это все без нас, мы для этого не нужны. Мы про осмысленную релокацию, какие бы ужасные события ни происходили, все равно нужно планировать все наперед. Особенно, если у вас дети, особенно, если их трое, особенно, если вы думаете об их будущем. Так вот, возвращаясь к вот этой теме выбора между визой финансово независимого лица и визой стартап. Значит, ситуация может быть следующая, что в каких-то случаях количество отказов, процент отказов по визам финансово независимым просто зашкаливает. Например, Испания, на лукратива. Во-вторых, вы должны, ну, то есть это сейчас тренд, отказывать по таким визам, потому что непонятно, откуда вы будете брать деньги на жизнь, потому что виза финансово независимого лица подразумевает, что вы не имеете права на работу в этой стране, то есть она не дает права на работу. Это значит, что вы должны получать доход от каких-то активов за рубежом. Но все понимают, что ваши активы, например, в России, а в России они сейчас не будут стоить ничего, вы просто не сможете от них получить ни копейки, свифты ходить не будут, и как вы завтра будете финансировать свою жизнь в этой стране. Ну, понятно, что потом вам просто не продлят. Значит, самый большой, конечно, риск, связанный с визой финансово независимого лица, это то, что не продлят. То есть одна проблема, что сейчас не дадут. Это большая проблема. Значит, чтобы сейчас дали, нужно показать достаточно много денег. Гораздо выше минимальных пороговых значений, которые сейчас там заявляются в консульстве. Но гораздо сложнее потом продлиться. Вот представьте ситуацию. Виза визитера Франции, в отличие от стартап-визы Франции, которая дается на 4 года, дается на 1 год. Что будет через год, никто не знает. Скорее всего, будет хуже. Скорее всего, миграционные правила станут строже. Скорее всего, просто не продлят. Потому что ваши активы, ваши сбережения, как бы доход, который вы формируете из сбережения, они приходят откуда-то из-за пределов Франции, а точнее откуда-нибудь из России. Ну хорошо, если у вас деньги лежат во французском банке, и там лежит 1 000 000. Ну, продлят, без проблем. 500 тысяч, я думаю, тоже продлят. Но если это будут деньги на грани, то уже нет. Ну и опять же, эти же средства надо где-то взять. Это что надо сейчас? В срочном порядке, за копейки, продать все, что вы имеете в России. Каким-то магическим образом вывести за рубеж и положить на французский банк, которому еще счет надо как-то открыть, например. Ну, понятно, что когда у вас будет первая годовая виза визитера, вы сможете это сделать, но это же надо все продать за копейки, быстро, срочно показать эти деньги. Невыгодно, большие потери. С другой стороны, есть альтернатива. Можно пойти либо по стартап-визе, либо промежуточный вариант, предпринимательская виза. Вы открываете компанию, инвестируете в нее свои собственные 30 000 евро, показываете деньги на жизнь, уже гораздо меньше, и
получаете 4-летнее, на 4 года, минуточку, на 4 года вид на жительство во Франции. Я тут всегда добавляю такую оговорку, потому что в моих видео часто звучит так, что это все легко и просто. Нет, не легко, не просто, тяжело, иначе не нужен был бы релокод, иначе бы не пользовались мы таким спросом, иначе бы не выросла бы у нас команда сейчас там до 40 человек, и не было бы у нас самой сильной команды по Франции. Нет, это все супер сложно, просто это для наших клиентов проще, чем без нас. Поэтому я-то рассказываю вершину айсберга, а вот эта подводная часть, это уже можно прийти к нам на консультацию и там прям поговорить о рисках, проблемах, сложностях, с которыми мы поможем не столкнуться. А если столкнемся, их обойти и их решить. У нас, кстати, есть несколько видео на эту тему про подводные камни, риски и сложности. Поэтому повторюсь, резюме. Значит, виза финансового независимого лица, больше отказы, совершенно точно это идет тренд. Огромный риск, что не продлят, и нужно гораздо большие средства заморозить как бы на счете для того, чтобы ее получить. Виза предпринимательская, она больше про качество бизнес-плана и то, как оформлены документы, как доказан ваш бизнес-план. Инновационная стартап-виза, там вообще космос, да, все зависит от уровня безумия идеи, как я понимаю сейчас, все лучше и лучше вот на это смотрю. Это по Франции. Можно взять альтернативу, как альтернативу для сравнения Испании. Мы всегда говорим, что это сейчас две лучшие страны, Испания и Франция. Всегда рекомендуем подаваться на обе страны по возможности, чтобы подстраховаться. Но вот в Испании такая же точная история. Но лукратива, виза финансово независимого лица, которую придумали для британских пенсионеров давно, чтобы они приезжали свою пенсию тратить на куда-нибудь берега Средиземного моря на теплом песке. И есть стартап-виза. Так вот, стартап-виза выдается под идею. Стартап-виза не требует... Стартап-виза выдается на 2 года, прошу прощения. И по стартап-визе у нас из 30 заявок 3 отказа. А по визе ноу-кратива огромное количество отказов, то есть там больше 50% отказов сейчас идет. Вот и думайте, что лучше. Казалось бы, не хотите быть единорогом, а вот с другой стороны, те, кто в сторону единорога хотя бы себе как-то шишку набивают на лбу, чтобы она на рог становилась похожа, тем зеленый свет сейчас. А вот с визами финансовых независимых лиц будет сейчас борьба, потому что с российскими паспортами их просто перестанут давать. Ну, либо будут давать, если у вас есть много денег, и эти много денег уже лежат где-то не в России, на европейских счетах, с них уплачены налоги, есть доказательства того, что с них уплачены налоги, объяснено их происхождение и так далее. Эти деньги никто не тратит. Вот тогда будет все нормально. Ну, хотя бы 1200 на семью положить. Это хорошая сумма, после которой новую кооперативу дают. Все, что меньше, сплошные отказы. Значит, по стартап-визе достаточно показать вот эти минимум там, порядка 30 тысяч на семью, на счету в испанском банке желательно, ну или в европейском, или точно не в российском. И дальше смотрят на уровень идеи. Теперь по Франции. Смотрите, на Францию, на визу визитера нужно показать очень много денег, достаточно много денег для того, чтобы жить. Понятно, что есть минимальные параметры, которые прописаны в консульстве. Но по факту этих денег нужно показывать гораздо больше. 50 тысяч на семью – это тот минимум, после которого как-то начинают смотреть. Все, что меньше, могут пропустить, а могут отказать с большой степенью вероятности. Это лотерея, выстрелит или не выстрелит все эти визы финансово независимого лица. А виза «Паспорт Талант», она требует показать 18 тысяч евро. И классную идею проекта. Виза предпринимательская через открытие компании с инвестициями 30 тысяч требует показать там же порядка 20 тысяч на жизнь и 30 тысяч перевести на счет создаваемой компании. Поэтому варианты есть. С моей точки зрения, выбор непростой, но он достаточно очевидный. И поэтому даже если вы не планируете расти единорогом, свою компанию, свой бизнес, но все-таки занимаетесь каким-то бизнесом, не просто фрилансер, который на зарплате по удаленке работает, да, для этого есть виза цифрового кочевника, о которых мы отдельно поговорим, у нас много по этому моменту материала, то обязательно посмотрите на предпринимательские и, самое главное, стартап, вот эти инновационные визы, потому что их дают хорошо. У нас есть и наши консультации бесплатные, приходите, поговорим, записывайтесь, мы всем отвечаем, может быть, не в режиме, прям вот вы написали, мы в течение там, 5 минут ответили, но в течение суток обязательно всем отвечаем, проводим живые встречи, разговариваем. Я на эти встречи до сих пор по-прежнему хожу, мне жутко интересно, поэтому давайте продолжать. Времена непростые, будем помогать, чем можем. Всем на связи, всем хорошего.